Глава 176. Делая ставку. Нет. Точно нет. Вы думаете, что я совершу одну и ту же ошибку дважды? Боевой предок ли покачал головой, выражая свой отказ. Нет. Стандарты благодетеля ли на самом деле настолько высоки? Неужели даже кровь внутреннего ядра дракона недостойна вашего внимания? Даосский священник был ошеломлен, он не мог в это поверить. Однако, по выражению его лица, Хань Ли понял, что это было ложью. Кровь внутреннего ядра дракона. Боевой предок Ли, хотя изначально и намеревался категорически отказаться от ставки, услышав название предмета, резко изменил свое намерение. Да. Если благотворитель Ли хочет узнать об этом предмете, я объясню. 30 лет назад, на границе со страной Юань, обитал водяной дракон. Я заплатил огромную цену за его кровь. Даосский священник медленно и с расстановкой проговорил это, стараясь заинтересовать другую сторону. Не может быть. Как вы смогли раздобыть кровь дракона? Не говоря уже о крови внутреннего ядра дракона. Не стоит шутить такими вещами. Вы издеваетесь надо мной. Боевой предок Ли протрезвел от волнения и засомневался в его словах. Разве я не смиренный даосист или монах? Я бы не стал врать. Благодетель может не беспокоиться об этом. Даосский священник не собирался тратить время на объяснение и просто щелкал пальцами, показывая белую сферу, наполненную каплями крови. Глаза боевого предка Ли расширились от удивления. Он словно жалел, что не мог броситься и схватить его. Если однорогий серебряный питон благодетеля поглотит ее и будет уединенно культивировать в течение 10-20 лет, то, по всей вероятности, он сможет перескочить среднего уровня заложения фундамента на позднюю стадию. Еще через 100 лет культивирования он сможет войти в стадию формирования ядра. Слова даосского священника звучали очень соблазнительно. Когда боевой предок Ли услышал это, он холодно фыркнул. Его лицо словно замерло, в то время, как мерцающий взгляд обнажил его беспокойное сердце. Видя это, почему же благодетель так долго колеблется? Может быть, вы действительно не очень высоко оцениваете силу своих учеников из долины. Даосский священник скривил губы, заставляя его согласиться. Сказать, что ученики нашей долины Желтого Клена Желтой уступают ученикам вашей секте абсолютной пустоты, сверхкритично, боевой предок Ли был недоволен. Он окинул взглядом людей, стоящих за даосским священником, и сразу же получил приблизительную оценку учеников секты абсолютной пустоты. По силе они были равны ученикам долины Желтого Клена. Хорошо, я согласен. Однако какое из моих сокровищ вы желаете видеть в качестве ставки? Обдумав все немного, боевой предок Ли решил, что его шансы на победу были равны 50%. Поэтому, в конце концов, он кивнул и согласился. Однако этот вопрос он задал с осторожностью. Хе-хе, этот смиренный даосист не интересуется сокровищами благодетеля. Если мне посчастливится победить, то я желаю, чтобы благодетель передал этому смиренному даосисту 2 эквивалентных куска железной эссенции через 20 лет. Настоящая сущность огня благодетеля самая чистая. Он довольно известен среди 7 великих сект. Для вас это, конечно, обычное дело, сказал даосский священник, прищурив глаза и широко улыбнувшись. Несмотря на это, в его словах слышалась фальшь. Вы хотите 2 эквивалентных куска железной эссенции? Услышав это, боевой предок Ли был готов отказаться. Вы старый пройдохода-ассист, вы хотите заставить меня тяжело работать все это время? В смысле? Если вы выиграете, вам не придется ничего делать. Кроме того, вы получите кровь демонического зверя, которая эквивалентна экспертам стадии формирования ядра. Это того стоит, покачав головой, сказал даосский священник. Боевой предок Ли сильно сомневался, это было видно по его лицу. Через мгновение он, в конце концов, протянул ладонь и холодно спросил: «Мы играем по тем же правилам, что и в прошлый раз. Какая секта соберет самые качественные духовные растения и количество учеников, покинувших запрещенную зону?» Конечно, все так же, как и раньше. Даосский священник был очень доволен и торопливо протянул ладонь. Он пожал ему руку, что официально означало заключение пари. Шлеп. Хотя даосский священник согласился, он был не в восторге и на самом деле был оскорблен. Ладонь, которая разбила их рукопожатие, не принадлежала боевому предку Ли, а была чьей-то грязной рукой.
Рука, которая оказалась между ними, была покрыта жиром и грязью. Трудно было сказать, когда ее мыли в последний раз. Ученики двух сект, внимательно следившие за диалогом двух боевых предков, были ошеломлены этой сценой. Старейшина Цун, даосский священник и воинственный предок Ли вскрикнули одновременно, в то время, как их лица позеленели. Какой такой старейшина? Я не считаю себя таковым. Я нахожусь в стадии формирования ядра, так же, как и вы. Просто я случайно попал туда несколькими годами ранее. Заговорил странно одетый мужчина. Этот человек был одет в голубую одежду с несколькими заплатками и имел короткие волосы, длиной в несколько дюймов. На его талии висела бледно-голубая сумка. Судя по его сумке, он был тем человеком, который любил чистоту, и его лицо было грязным до такой степени, что невозможно было разглядеть его настоящее лицо. Несколько лет. Скорее, несколько сотен лет. Видя его, боевой предок Ли и даосский священник горько улыбнулись. Они оба с сожалением вздохнули, только его и не хватало. Однако они не смели проявить ни малейшего неуважения. Однако не только его отчаянный шаг в стадию зарождения души, но и его возраст был достаточно велик, чтобы напугать людей. Кроме того, его техника, которую он сам изобрел, техника бестелесного уклонения, потрясла весь мир культивации и была хорошо известна в сектах культиваторов близлежащих стран. Последние 100 лет он стал еще более эксцентричным. Неизвестно, было ли это потому, что его смерть была неизбежной, или из-за того, что если он не смог войти в стадию зарождения души, однако, он очень любил дразнить других экспертов в стадии формирования ядра. Почти все из десятков этих высокоранговых экспертов подверглись его розыгрышам. Однако ничего не могли поделать, поскольку он был великим боевым предком своей секты. По своим магическим силам он был номер один среди экспертов в стадии формирования ядра. Кроме того, он был членом самой сильной секты среди 7 великих сект, секты маскирующейся Луны. И если бы кто-то искал кого-то из авторитетов секты стадии зарождения души, чтобы преподать ему урок, они, вероятно, бы проигнорировали его, поскольку они не желали беспокоиться по таким мелочам. Как бы то ни было, этот человек был среди высших сил мира культивации, который был известен как злобный тиран и хулиган. По сути, все, кого он замечал, подвергались его розыгрышам. Они могли только надеяться на то, что его настроение в этот день было хорошим, иначе его маленькие трюки были бы просто неизбежны, когда этот старейшина внезапно появился перед боевым предком Ли и даосским священником. Они, несомненно, были напуганы. Должно быть, у них в животе все перевернулось. Эти двое постоянно страдали от его розыгрышей. Поскольку вы сделали ставку, позвольте и поучаствовать и этому прогнившему старику. Кажется, он был в довольно хорошем настроении, однако его слова настораживали. Старейшина, должно быть, шутит. Как ученики из наших сект могут сравниться с блестящими учениками маскирующейся Луны? Мы уверены в том, что проиграем, поэтому для нас нет необходимости заключать пари с вами. Мы почтительно уступаем вам. С притворной улыбкой сказал даосский священник. Боевой предок Ли молчал, но лицо его говорило, что он на 120% был согласен с этими словами. Услышав это, старик холодно рассмеялся и заговорил снова, переведя взгляд: «Как я могу воспользоваться таким несправедливым преимуществом? Будьте спокойны, как только выступление ваших сект превзойдет мою собственную, тогда это будет считаться моим проигрышем. После этого вы можете решить, кто выиграл у вас». В самом деле. Когда священник-даосист услышал это, он вздохнул с облегчением. Хотя этот человек был капризным и насмехался над другими, он никогда не отказывался от своих слов. С учетом вышесказанного, эта ставка может считаться справедливой, даже предоставляя двоим небольшое преимущество. Я усовершенствовал 3 талисмана сокровища бесформенных игл ради будущих поколений, так что я ставлю их на кон. С этими словами он поднял руку, в которой тут же появились 3 талисмана с семицветной иглой, нарисованной на каждой. Затем он мгновенно убрал их обратно. Когда боевой предок Ли и даосский священник увидели это, они не смогли скрыть тревогу на их лицах. Они переглянулись между собой, с жадностью разглядывая друг другу в глаза. Глава 177. Праведность и зло мира культивации.
Это сокровище было очищено от сущности 5 металлов и должно было быть интегрировано с техникой бестелесного уклонения, которая была создана этим человеком. Она позволяла передвигаться без тени и следа. Поскольку она также могла ранить, не имея формы, с ней действительно было трудно справиться. Как говорилось ранее, это было головной болью для экспертов, возрождающейся души, это было одно из тех сокровищ, на которые полагался этот старик, чтобы угнетать других. Даже если они смогли приобрести хотя бы талисман сокровища бесформенный игл, это уже можно было считать чудом. По крайней мере, эксперты формирования ядра не могли справиться с этим странным объектом. Хорошо, мы согласны с условиями пари великого старейшины. После минутного размышления даосский священник согласился, решив, что условия приемлемы. Боевой предок Ли также согласился, молча стиснув зубы, размышляя о преимуществах. Шлеп. Шлеп, эти трое взаимно хлопнули своими ладонями друг с другом, заключая таким образом пари официально. «Старейшина, зачем вы пришли сюда? Может ли быть, что секта маскирующейся Луны состоит только из вас?» Когда трое разошлись, даосский священник внезапно подумал о чем-то и задал этот вопрос. «Я также взял с собой группу людей, поэтому секта может чувствовать себя свободно. Одна из лучших в моей секте, вон та девочка, его зовут Ничан. Я просто пришел посмотреть, нет ли новых свирепых молодых людей в какой-нибудь из других сект», с сожалением заметил уважаемый старейшина, широко открыв глаза. «Теперь, когда я присмотрелся, они почти такие же. Я считаю, что секта боевого племянника действительно выдвинула талантливых учеников. Их, безусловно, можно было бы считать сокровищами. Подумайте об этом. Какой в этом толк, даже если они талантливы? В тот миг, когда они встретятся с гнусными сущностями, их разорвут, как овец». Этот старейшина, казалось, очень не одобрял поведение сект и всегда ходил с выражением на лице: «Вы все серьезно ошибаетесь». Когда боевой предок Ли и даосский священник услышали это, их лица ничуть не изменились, но они безмолвно выругались в своих сердцах. Этот эксцентричный старик так легко обо всем рассуждает. С чего бы нам отправлять наших более талантливых учеников на испытание, в котором они почти наверняка умрут? Вы что, считаете нас идиотами? Мы можем отправить их куда-нибудь еще, чтобы получить опыт. Зачем настаивать на том, чтобы они пришли на испытание кровью и огнем? Естественно, эти слова могли слышать только их животы. Они бы никогда не посмели сказать такое вслух перед этим человеком. В противном случае, разве это не привело бы к неприятностям? Священник-даосист и боевой предок были довольно тактичны. Естественно, это еще раз доказало то, что в мире культивации те, у кого большие кулаки, имеют простое мышление. Когда ученики из двух сект услышали, как эти трое делали ставку на путешествие в запрещенную зону, они возмущенно загалдели. Их выражения лица не имели ничего общего между собой и казались чрезвычайно странными. Естественно, никто не был бы настолько глуп, чтобы прямо осуждать их, они могли только держать свое негодование в себе. В противном случае, их могли быть убить одним простым движением мизинца. Когда боевой предок Ли увидел, что эти двое уходили, он обернулся посмотреть на своих учеников долины Желтого Клена. Затем он холодно произнес несколько слов, из-за которых Хань Ли и другие были ошеломлены. «Я отдаю себе отчет в том, что вы чувствуете, что ставка на ваши жизни обесценивает вас. Если бы это был кто-то другой, возможно, они нашли бы оправдание, но я всегда презирал это. Скажу вам честно, такова истинная суть и жестокая природа мира культивации. Считайте это словами назидания. Запомните это хорошо. В мире совершенствования, независимо от того, являетесь ли вы праведным человеком из престижного клана или злым дьяволом, который отказался от прогресс — это акт против природы, где выживают только сильнейшие. Однако праведники продвигаются медленно, и их успех будет протекать естественным образом, если условия будут правильными, их искусство культивации очень тонкое. Но очень часто злодеи действуют под предлогом истребления зла и защиты которые только симулируют праведность. Это лицемеры. Те демонические секты, которые следуют за дьявола, прилагают все усилия, чтобы значительно продвинуть свою магическую силу, слепо преследуя жестокие, могущественные техники культивации и отчаянно культивируя огромное количество энергии инь. Их также не любят за то, что они оппортунисты.
Хотя они утверждают, что следуют своим желаниям и демонстрируют свою истинную природу, на самом деле их действия постепенно становятся более экстремальными по мере того, как они прогрессируют в культивации. Они теряют свою человеческую природу и в итоге становятся кровожадными и бессердечными. Однако независимо от того, лежит ли секта на праведной или злой стороне, речь идет только о том, как их называть. На самом деле, все следуют правилу «слабый – добыча сильного». Мы, культиваторы, ничем не отличаемся от смертных мира сего. Эксперты на высших уровнях культивации смотрят на низкоуровневых культиваторов как букашек. Они не считают их достойными даже разговора и легко могут убить их одним ударом. Это нормально. Сказав это, боевой предок Ли сделал паузу. В его голосе, похоже, было какое-то неодобрение по отношению к такому устройству мира. И это заставило учеников смутиться еще больше. Однако, один смельчак озвучил то, что желали бы спросить все: боевой предок, а наша долина Желтого Клена, праведники или злодеи? Хе-хе. Мы не то и не другое. Другие 6 сект тоже, ответил он с холодной улыбкой. Вы все молоды, и с тех пор, как вы вошли в секту, у вас мало времени. Вот почему вы еще не знаете историю мира культивации государства Юэ. 1000 лет назад наше государство, Юэ, было подобно другим регионам, находящимся в оппозиции между праведностью и злом. В то время 7 великих сект еще не были таким большими, поэтому они не вступали в войну. Чтобы выжить, им приходилось становиться то праведными, то злыми, в зависимости от того, в какую сторону ветер дул. Мы присоединялись к той стороне, у которой на данный момент было больше сил. И те, и другие принципиально смотрели на них с презрением. Однако позже праведные и злые секты вступили в крайне отчаянную битву, в которой потеряли всех своих экспертов. После этого сражения их сила была значительно истощена, поэтому у них больше не было сил подавлять долину Желтого Клена вместе с другими маленькими сектами. Через какое-то время наши 7 великих сект смогли объединиться и превзойти две эти стороны, а также основательно потушить их идеологию, чтобы избежать будущих проблем. Нынешнее искусство культивации, которые вы изучили, на самом деле являются трофеями той самой войны. В то время наши 7 великих сект утвердились как самостоятельные великие державы в государстве Юэ. Если по-прежнему существуют праведные или злые секты, которые захотят вторгнуться в это место, наши 7 сект немедленно объединятся и дадут им отпор. Мы никогда не допустим их победы. В результате, в искусстве культивации наших 7 великих сект присутствуют как праведные, так и злые, а также нескольких уникальных. В споре нас можно считать нейтральными. Боевой предок Ли проговорил это с чувством удовлетворения. Раньше вы все непрерывно и усердно культивировали в долине. Всякий раз, когда вы покидали горы секты, вы все путешествовали по обширной территории государства Юэ, но никогда не встречались с истинным миром культивации и не испытали темную и кровавую сторону этого мира. Однако в более ранние периоды со стороны праведности и зла существовали бок о бок 5 великих школ культивации: буддийская, даосская, конфуцианская, дьявольская и демоническая. Величина беспорядка в то время превышала все ваше воображение, поэтому грабеж и геноцид были просто обыденными явлениями. Сказав это, его лицо стало абсолютно мрачным, но вскоре после этого оно смягчилось. Затем он холодно добавил: «Хорошо, я послежу за всеми вами немного, чтобы вы не стали высокомерными. Помните, что в мире культивации, если ваша сила не равна чужой, не стоит слепо говорить уважительные слова. Это так называемое уважение следует проявлять только тем экспертам, которые намного выше остальных, иначе вы сами погубите себя». Хе-хе, интересно, сколько из вас выживет, чтобы по-настоящему понять эти слова через несколько дней? Когда Хань Ли и другие ученики услышали это, они уже были в недоумении с этих слов. Все сказанное было слишком удивительно. Вы слышали пари, которые мы заключили ранее. Эта конкретная ставка очень важна для меня. Если я выигрываю пари, я определенно не буду относиться ко всем вам несправедливо. Те ученики, которые помогут мне победить, будут вознаграждены. Что касается того, кто принесет наибольший вклад, я лично возьму его в качестве своего ученика после того, как он достигнет стадии заложения фундамента. Ученики долины Желтого Клена, которые до сих пор не понимали его искреннего наставления, внезапно пришли в восторг от такого обещания. Тех, кто смог стать учеником эксперта стадии формирования ядра, было всего около несколько десятков.
Это была прекрасная возможность, которая, возможно, происходила раз в 1000 лет. Увидев перед собой толпу, в глазах которой читалось нетерпение, боевой предок Ли слегка улыбнулся и был очень доволен. Если бы он выиграл это пари, он, естественно, запомнил бы имена 3 или 4 учеников. Это было обычным делом. В лучшем случае он просто передал бы им какие-нибудь поверхностные техники культивации. Разве этот вопрос действительно не решается так просто? Глава 178. Секта маскирующейся Луны. Хань Ли был глубоко тронут, услышав награду. Он ясно понимал, что на его пути культивации определенно бы было меньше неприятностей, и если бы у него был учитель, который мог направлять его. Это принесло бы огромную пользу его культивации. Но в то же время этот боевой предок Ли был определенно не тем, кому он смог бы легко солгать. У Хань Ли было множество тайн, и если он контактировал с кем-то слишком много, он боялся, что его разоблачат. Если бы боевой предок Ли засомневался в нем, это бы был верный путь к смерти. Кроме того, услышав те советы, которые он дал ранее, можно было четко понять, что он не был тем человеком, кто лелеял отношения между учителем и учеником. Скорее всего, он использовал бы своих учеников, чтобы те добывали ему сокровища и убивали ненужных. Поразмыслив об этом получше, Хань Ли немного успокоился. Естественно, что среди других учеников долины Желтого Клена таких опасений не было. Каждый из них потирал ладони в предвкушении награды, а их боевой дух сильно повысился. Теперь им нужно было бороться не только за свое выживание, но и за свое будущее. Хань Ли бессознательно взглянул на младшую боевую сестру Чень и увидел ее покрасневшие щеки, крепко сжатые кулаки и сияющие глаза. Похоже, она приняла решение. Хань Ли вздохнул про себя и перестал обращать внимание на других людей из долины Желтого Клена. Вместо этого он посмотрел в сторону секты абсолютной пустоты. Даосский священник что-то говорил своим ученикам. Время от времени он говорил очень взволнованно, и каждый раз его ученики рьяно приветствовали его. Казалось, промывание мозгов прошло успешно. Конечно, были и те, чьи лица с самого начала оставались спокойными, не тронутые его словами. Как Хань Ли думал, что это было интересно, как вдруг кто-то заорал: «Посмотрите! Там люди из секты маскирующейся Луны. Это небесная божественная лунная лодка». Услышав это, Хань Ли был ошеломлен и посмотрел в небо. Маленькая яркая белая точка сияла в небе, медленно приближаясь. Ее скорость была чрезвычайно высокой. Спустя короткий промежуток времени она уже была в небе над горой. Это был огромный корабль, сделанный из зеленого нефрита. По бокам корабля был изображен изящный рисунок дракона и феникса, что делало корабль невероятно роскошным. Рядом с кораблем был также невероятно большой белый щит. На корабле была толпа людей, половина из которых были мужчины, а другая половина — женщины. Все они были одеты в белое. Их лидером была привлекательная молодая женщина в роскошной одежде. Каждое ее движение было настолько грациозным, что возбуждало души людей. Как только эта женщина сошла с нефритового корабля и сняла белый щит, она приоткрыла свои миндалевидные губы и сказала: «Боевые братья, боевой дядя Цун, Ничан приветствует вас». Боевой предок Ли и даосский священник не смели заставлять ее ждать и немедленно поприветствовали ее в ответ. Вместо этого старейшина Цун усмехнулся, а затем его фигура постепенно стала исчезать. Исчезая в воздухе, он оставил позади себя надменный смех и пару фраз. «Через 7 дней я вернусь сюда. Приготовьтесь к пари заранее. На этот раз я обязательно выиграю». Даосский священник и боевой предок Ли переглянулись между собой. Они и понятия не имели, откуда у него была такая уверенность в своей победе. Они бы легко проверили это раньше, и хотя ученики секты маскирующейся Луны действительно были сильнее 2 других сект, не было никаких оснований хвастаться. Красивые глаза молодой женщины внезапно сверкнули, и она спросила из любопытства. Узнав подробности ставки, она рассмеялась. Ее смех мог сотрясать стебли цветов, страхом повеяло в сердцах и душах людей. Из-за кокетливой манеры поведения этой молодой женщины, многие молодые ученики из 3 сект откровенно смотрели на нее и почти пускали слюни.
Однако даосский священник и боевой предок Ли не могли наслаждаться прекрасной сценой перед ними, поскольку у них обоих сердце ушло в пятки. Они почувствовали, что попали в ловушку, и их лица побледнели. Возможно ли, что у секты маскирующейся Луны был припрятан какой-то козырь, приготовленный специально к этому путешествию, который смог бы подавить две другие секты, а они были в состоянии контролировать себя? Несмотря на то, что ими овладело мрачное чувство по этому поводу, они не могли спросить прямо у этой женщины. Сама женщина, естественно, делала вид, что ничего не знает об этом, и получала удовольствие от этого. Она сменила тему разговора и начала болтать о других вещах. Взгляд Хань Ли и других мужчин-учеников из долины Желтого Клена был прикован к большой толпе учениц-женщин, которые только что прибыли. Ранее они слышали, что секта маскирующейся Луны продвигала парную культивацию, поэтому, по крайней мере, половина из завербованных учеников были женщинами, и они совсем не выглядели как ниже среднего. Теперь, видя их своими собственными глазами, репутация женщин-учеников действительно была заслуженной. Все эти женщины были красивыми, как цветы, и великолепными, как луна. Наблюдая за ними, мужчины не могли удержаться от того, чтобы пустить слюни. Хань Ли был немного выше остальных. Хотя на мгновение он дал волю своим глазам, но затем он подавил свой ум своей выдающейся силой воли и успокоил свое сердце. Тогда-то он понял, что женщины-ученики из секты маскирующейся Луны уже привыкли к тому, что за ними наблюдают одновременно очень много мужчин. Выражение их не изменилось, они продолжали бедовать между собой. Некоторые из них даже несколько раз подмигнули парням, которые разглядывали, заставляя тем самым зрителей терять силу в ногах и порхать бабочек в их животах. Но реакции учеников мужского пола были совершенно противоположной. На лице каждого был явно виден гнев. Они особенно заботились о молодых девушках рядом с ними, поэтому они яростно вглядывались в тех, кто смотрел на девушек. Хань Ли мягко улыбнулся. Он понял, глядя на мужчин и женщин, стоящих вместе в парах, что даже если эти пары не были настоящими парами, они были парами, которые были созданы для культивации. Вот почему ученики-мужчины были так разъярены. Вероятно, они считали человека, стоявшего рядом с ними, как свою частную собственность, даже если ученики-женщины совсем так не думали. Как ни странно, Хань Ли заметил, что ученики-мужчины смотрели не только на учеников долины Желтой Клена, но и на людей из секты абсолютной пустоты. Из любопытства он повернул голову и увидел, что юные и энергичные даосские священники тоже время от времени подглядывали на молодых девушек, а затем сразу же отворачивались, словно боялись быть пойманными с поличным. Они казались очень хитрыми. Хань Ли пытался подавить свои смешки, опасаясь, что он действительно может рассмеяться вслух, хотя он не был уверен, но ему казалось, что ученицы из секты маскирующейся Луны чаще подмигивали даосским священникам, чем ученикам долины Желтого Клена. На некоторое время он был в шоке от происходящего. Но подумав об этом, Хань Ли почувствовал ужас в своем сердце. Эти ученики приехали сюда не ради флирта, а ради борьбы за выживание. И если каждый из молодых учеников секты восстанет против женщин из секты маскирующейся Луны, они могут их потерять еще до нала битвы. В конце концов, их могут даже дисквалифицировать. Но была еще одна вещь, которая еще больше озадачила Хань Ли. Ведь ученики секты маскирующейся Луны, независимо от пола, были очень молоды. Там не было ни единого старика. И если кто-то скажет, что некоторые из этих людей были на самом деле старыми монстрами, обладающими вечной молодостью, Хань Ли сразу бы поверил в это. Наблюдая за их кокетливыми действиями, вероятно, им было не более 20 лет, и на их фигурах не было признаков старения. Но так как испытание кровью и огнем было известно так же, как путешествие для самоубийц, то, что столько молодых людей пришли сюда, чтобы погибнуть по собственному желанию, было просто невозможно. Даже если и так, все равно не могло прийти такое количество пар для культивации. Хань Ли скорее умрет, чем он поверит, что их отношения настолько глубоки, что они смогут жить и умереть вместе. В долине Желтого Клена и секте абсолютной пустоты было несколько пожилых людей. Поскольку их время подходило к концу, даже если бы они не решились участвовать в этом путешествии, они и так прожили достаточно долго. Поэтому они тщетно пытались сделать последнее усилие. И если бы они могли успешно получить гранулу заложения фундамента, а затем смогли бы войти в стадию заложения фундамента, их судьба была бы совершенно иной.
Несмотря на то, что у них все равно бы не было бы никакой надежды войти в стадию формирования ядра, они бы смогли прожить на 100 лет дольше. Несмотря на то, что пожилых людей в других сектах было не так уж и много, в общей сложности 7 или 8 человек из 2 сект, однако в секте маскирующейся Луны не было ни одного. В глазах Хань Ли это было немного странно. Боевой предок Ли и даосский священник, казалось, поняли, что что-то не так, и они помрачнели еще больше. Несмотря на то, что они все еще болтали с Ничан из секты маскирующейся Луны, по ним было видно, что они глубоко ушли в свои мысли. Вскоре после этого появились остальные 4 секты. Больше всего впечатление на Хань Ли произвела секта Гигантского Меча и Гора Духовного Зверя. Все в секте Гигантского Меча были мужчинами, каждый был одет в черное с гигантским мечом в ножнах. Чрезвычайно холодное выражение на их лицах выдавало их решительный настрой. Люди с Горы Духовного Зверя были одеты в очень красочную и роскошную одежду, в которой было очень много карманов из различной кожи. Казалось, живые существа передвигают по их одежде. Это напугало учеников из других сект. Что касается людей из дока трансформирующейся сабли и Небесной Императорской крепости, то, помимо того, как они были одеты, их, по крайней мере, в глазах Хань Ли они выглядели абсолютно обычными людьми. Они были похожи на учеников долины Желтого Клена, многие из них нервно перешептывались. Глава 179. Пробиваясь сквозь барьер. Пока лидеры всех сект собрались вместе, чтобы обсудить открытие запрещенной зоны, Хань Ли был настороже. Он внимательно всматривался в каждого человека из сект, выбирая самого злобного. Здесь было несколько экспертов на пике 13-го уровня их искусства культивации. Хань Ли просчитывал, сможет ли он скрыться от них. Хань Ли абсолютно не желал ввязываться в другие сражения, подобно битве со старшим боевым братом Лу до последней капли его магической силы. Кроме того, в этот раз ситуация была совершенно иной. В этот раз ему пришлось бы столкнуться не с одним врагом, а с большим количеством культиваторов. И если бы ему пришлось постоянно сражаться, он был бы одним из первых, кого бы уничтожили. Пока он смотрел на них и размышлял, Хань Ли вдруг почувствовал, что кто-то смотрит на него. Он был немного встревожен и повернулся в направлении этого взгляда. Женщина-ученица с Горы Духовного Зверя уклончиво смотрела на Хань Ли. Увидев ее прекрасное лицо, он неожиданно почувствовал, что был знаком с ней. Хань Ли был в шоке. Он узнал эту женщину. Из глубины его памяти появилась тонкая фигура. Это она, та девушка, которая продала мне кисть золотой искренности в Большой Южной долине. Как она попала в команду Горы Духовного Зверя и решилась участвовать в этом смертельно опасном испытании? Молодая женщина была еще более очаровательной, чем он ее помнил, что заставило его немного в этом усомниться. Однако ее слегка покрасневшее лицо еще было свежо в его памяти, поэтому он почувствовал к ней симпатию, с этой мыслью он слегка улыбнулся ей. Было очевидно, что молодая женщина ясно видела его улыбку, потому что ее щеки в ответ покраснели. Кажется, она была так же смущена, как и в тот раз, сильно бородатый мужчина, который стоял за молодой женщиной, как будто заметил действия Хань Ли и молодой женщины, и цвет его лица изменился. Внезапно он что-то сказал ей строгим голосом, и в ответ лицо женщины сразу же побледнело. Она молча опустила голову, уже не смела взглянуть на Хань Ли, однако этот человек не опустил взгляда и продолжал смотреть на Хань Ли злобным взглядом. Хань Ли нахмурил лоб. Казалось, что дни, проведенные девушкой на Горе Духовного Зверя, были тяжелыми. Этот бородатый мужчина на самом деле был одним из тех жестоких персонажей, о которых он только что высматривал, он был на 13-м уровне культивации. Он пристально наблюдал за этой молодой женщиной. Было очевидно, что она сильно страдала. Тем не менее, Хань Ли не был учеником с Горы Духовного Зверя. Кроме того, когда они войдут в запрещенную зону, они станут врагами. Поэтому он, естественно, не ответил на провокацию и не обратил внимания на гримасу, направленную на него. Действия Хань Ли разозлили бородатого человека до такой степени, что его лицо покраснело от злости. Тем не менее, у него не было способа схватить Хань Ли, и, не имея лучшего выбора, он повернул голову к молодой женщине и снова что-то ей сказал, спровоцировав стоявших рядом учеников. Все они подняли брови от удивления и взглянули на молодую женщину с ненавистью. Хань Ли стал очень угрюмым,
ему стало жалко молодую женщину. Однако он стоял слишком далеко оттуда, так что невозможно было услышать, что именно говорил бородатый мужчина. Поскольку он больше не хотел обидеть эту молодую женщину, Хань Ли больше не подстрекал этого хама, который не умел обращаться с женщинами. Хотя Хань Ли был уверен, что он сделал уже достаточно, чтобы заставить этого человека кипеть от гнева, не имея возможности нанести ответный удар. В этот момент все лидеры сект закончили свои переговоры и вернулись к своим ученикам. Затем они подняли своих учеников в воздух, полетели в направлении запрещенной зоны. Спустя несколько часов полета в направлении границы государства Юань, они приземлились на просторный желто-зеленый склон, у которого, казалось, не было ни конца, ни края. Среди груды камней не было видно ни единой травинки. Перед глазами раскинулся только огромный, бесконечный желтый цвет. Наверное, это здесь. Хань Ли и другие были очень удивлены. Это действительно не похоже на место, где произрастали духовные растения неба и земли. Несколько экспертов в стадии формирования ядра снова собрались вместе, чтобы переговорить. Затем один высокий и крепкий специалист из секты гигантского меча внезапно вышел вперед один. Пройдя с десяток шагов, он остановился. Он вытянул левую руку, из земли поднялся желтый свет. Словно желтый дракон выскочил из грязи и превратился в гигантский глиняный меч в его руке. Пальцем из правой руки он мягко провел от рукоятки до самого лезвия. Яркий белый свет осветил его палец, что сделало меч серым в одно мгновение, превратив его в гигантский тяжелый каменный меч. Этот навык превращения пыли в камень был магической техникой среднего ранга, в результате чего все ученики из 7 сект были поражены и широко раскрыли свои глаза. После этого эксперт из секты гигантского меча не остановился. Вместо этого он ощупал меч обеими руками и опустился на землю. Громко вскрикнув, он бросил каменный меч со скоростью метеора, запустив его прямо в небо. Это потрясло всех присутствующих. Пролетев несколько десятков шагов, он врезался во что-то. После внезапного столкновения он рассыпался в пыль, в то время как небо покрылось лазурным светом. Пока толпа учеников была напугана до безумия, лазурный свет рассекал что-то невидимое, заставляя ветреные лезвия выть. Они вылетали отовсюду, создавая стену ветреных лезвий, сквозь которую не мог проникнуть ни ветер, ни дождь. Ветряная стена, казалось, не имела конца, ни края. Лазурный свет свистел со всех сторон. Очевидно, что если кто-то решится пройти через стену, он мгновенно умрет от 1000 порезов и развалится на десятки тысяч кусков. Этот ограничительный барьер поистине поразителен, и все же никто не знает, кто же был тот замечательный древний эксперт, который смог создать такое огромное свирепое заклинание. Если сравнивать защитные барьеры долины Желтого Клена, то они выглядят так, словно их создал ребенок. Лучше об этом не упоминать, подумал Хань Ли, молча вдохнув. В этот момент эксперт секты гигантского меча покачал головой и повернулся. Остальные лидеры заявили, что еще рано, что ученики пока могут отдохнуть, что запрещенную зону они откроют чуть позже. Затем каждые 2 часа человек из секты гигантского меча проделывал то же самое, чтобы проверить силу ограничительного барьера. Спустя 4-й каменный меч количество ветровых лезвий, исходивших из лазурного света, явно значительно уменьшилось. С учетом этих обстоятельств, 6 других экспертов в стадии формирования ядра одновременно полетели к барьеру плечом к плечу. Боевой предок Ли вытянул свою руку, из его ладони постепенно появился круглый объект длиной около фута, сияющий ярким серебряным светом. Даосский священник похлопал себя затылку, и из его губ вырвался лазурный свет длиной в дюйм. Удлинившись до нескольких футов, он превратился в летающий меч. Другие 5 выпустили чрезвычайно ослепительные техники, розовую ленту, драконоподобную трость, огромный черно-зеленый меч, длинную саблю, испускающую красный свет, печать, мерцающую желтым светом. Эти 7 предметов от 7 человек усиливали яркость друг друга, создавая видимость кольца, которое направлялось непосредственно в огромную ветреную стену. Это были те самые магические сокровища, которые эти специалисты создали спустя много лет упорного труда, когда они вошли в стадию формирования ядра. Никто из учеников не хотел расставаться со своей жизнью, поэтому они не смели быть неосторожными. Подчиняясь приказу своих начальников из стадии заложения фундамента, все они стояли позади 7 предков в 7 колоннах, готовясь войти в запрещенную зону в любой момент.
Громкий звук грохота раздался, когда 7 магических сокровищ врезались в ветреную стену. Вспышки световых лучей выстреливали во все стороны, время от времени издавая странный свист. Эта картина заставляла наблюдающих учеников сильно нервничать. Световое кольцо боевого предка Ли непрерывно вращалось, испуская серебряные огни, которые были то большими, то маленькими, словно они общались с духами. Множество ветреных лезвий снова врезались в него. Лазурный летающий меч превратился в водяного дракона, более 10 чжан в длину. Каждый ударов меча производил странный звук, который задевал душу. Остальные 5 магических сокровищ были такими же удивительными. Особенно желтая печать Мэйтинцуэ. Она была самой мощной. Каждый раз, когда она врезалась в стену, раздавался такой грохот, словно на свет рождалась новая гора. Однако, после каждой своей атаки, она удалялась и возвращалась к своей изначальной форме. Более того, ее полет был медленным и неуклюжим. Хотя мощь этих 7 магических сокровищ была удивительной, а лезвия защитного барьера значительно ослабли, сквозь него по-прежнему было невозможно пробиться. Каждый шаг к ветряной стене требовал больших усилий. Вскоре на лбу у каждого из 7 экспертов появились слабые следы пота. После 6-8 часов ожесточенного боя 7 экспертов сильно вспотели. Однако их магические сокровища наконец-то победили, и им удалось пробить вход в ветряной стене шириной в 1 чжан. Никто не мог увидеть, что было за ним. «Быстрее входите! Мы не сможем удерживать его слишком долго!» Первым закричал даосский священник. Он вспотел больше всех, поскольку он обладал самой большой силой среди всех. Услышав это, ученики из 7 сект осторожно начали входить внутрь через проход по очереди. В тот момент они все шли молча с мрачным выражением на лицах. Все знали, что как только они войдут в запрещенную зону, то сразу же станут смертельными врагами. Даже своим товарищам по секте нельзя было доверять. Хань Ли стоял в средней части последней колонны. Перед ним стоял ученик секты Гигантского меча, а за ним стоял ученик из дока преобразования сабли. Проход в длину был около 20 чжан. В тот момент, когда Хань Ли вылетел из выхода, сцена, которая появилась у него перед глазами, заставила его почувствовать головокружение. На его глазах люди за его спиной и выход исчезли бесследно. Глава 180. Пруд черного дракона. Темно-серая гниющая земля была покрыта пузырящимися лужами, повсюду росли искривленные деревьями и какая-то короткая кроваво-красная трава под ногами. Вот какую картину увидел Хань Ли, когда у него перед глазами прояснилось. Естественно, что Хань Ли проявил интерес к этой странной среде. Он внимательно осмотрелся во всех направлениях, чтобы увидеть, были ли вокруг него люди. В конце концов, самым главным источником опасности были ученики секты, которые вместе с ним вошли в запрещенную зону. Казалось, ему очень повезло. В пределах нескольких десятков чжан, кроме него, больше никого не было. Он тихо вздохнул. Однако он был начеку, положив одну руку на талисман, а другую — на золотые кинжалы, он немного успокоился. Он продолжил осматриваться в поисках странностей. Хань Ли не испугался того, что он внезапно оказался в незнакомой местности. Перед путешествием в запрещенную зону распорядители предоставили всем подробную информацию о ней. В ней говорилось, что как только они войдут в запрещенную зону, на них будет воздействовать особое заклинание перемещения, в результате они могут мгновенно оказаться в любой точке запрещенной зоны. Таким образом, местоположение человека будет полностью зависеть от его удачи. Если бы кто-то переместился в самый близкий к центру район, он смог бы собрать много духовных растений. Их количество действительно было бы очень высоким. Он также мог оказаться также прямо перед демоническим зверем. Если бы это случилось, то ему бы не удалось избежать кровавой битвы, и они определенно не смогли сбежать невредимыми. Тем, кому повезет еще меньше, могли очутиться в каком-то опасном районе и умереть мгновенно. Конечно, вероятность этого была минимальной. Чаще всего происходило то, что случилось с Хань Ли. Люди перемещались в какой-то район запрещенной зоны и могли только слепо двигаться вперед. Причина, по которой все это происходило, заключалась в том, что старейшины разрушили барьер и таким образом проникли в него. Поскольку это был неправильный метод для входа,
Было вполне естественно, что они активировали несколько защитных ограничений и столкнулись с трудностями. Пока Хань Ли присматривался, он сравнил окружающую среду с информацией, которую он запомнил. В конце концов, он вспомнил очень полезную информацию, накопленную учениками, покинувшими запрещенную зону. Это было очень полезно для тех, кто вошел в нее в первый раз. Пруд Черного дракона расположен в северо-восточной части запрещенной зоны. Пруд в глубину несколько десятков чжан с радиусом более 10 ли. Там множество гниющих цветков, змеевидных деревьев и других подобных растений, которые можно использовать для создания яда, но их ценность невелика. В центре пруда Черного дракона каждые 10 лет или около того, близко к поверхности воды, появляются несколько скоплений травы холодной дымки. Это чудесная трава, которую во многих случаях можно использовать. И если это будет возможно, следует собрать ее как можно больше, поскольку секта дает за нее большую награду. Однако нужно быть осторожным, поскольку в воде могут скрываться демонические звери низкого ранга, холодные ледяные жабы. Они не представляют опасности, если их не трогать. Вспоминая это, он перебирал у себя в голове известную ему информацию. Согласно общепринятым условностям, чем ближе кто-то находился к центру запрещенной зоны, тем реже ему встречались духовные предметы, рядом с которыми находились сильные демонические звери, охраняющими их. Пруд Черного дракона располагался рядом с внешней границей, но не во внешнем слое. Если бы он поторопился, он смог бы добраться до соседнего района в течение дня. Однако Хань Ли не осмелился использовать летающий инструмент. Вместо этого он вскочил на большое, раскидистое дерево и внимательно огляделся вокруг. Четко определив направление, он спрыгнул вниз. Пруд располагался к югу от Хань Ли и, как оказалось, вел к центру запрещенной зоны. Он подумал, что смог бы посетить его мимоходом. Хань Ли использовал технику маскировки тела. Затем он осторожно направился вперед по дорожке быстрыми и легкими шагами. Возможно, он слишком нервничал, боясь столкнуться с чем-нибудь неожиданным. Однако, похоже, он был единственным человеком в районе пруда Черного дракона. Услышав звук текущей воды, Хань Ли смог немного расслабить свой напряженный ум. Разрубив несколько ветвей, которые мешали ему пройти, он увидел глубокий темно-зеленый пруд. Было видно, что к нему уже давно никто не подходил. Холодный воздух заставил Хань Ли вздрогнуть. Это и есть пруд Черного дракона. С любопытством уточнил Хань Ли. Пруд был не очень большого размера, а вокруг него росли змеевидные растения. Тем не менее, поверхность воды испускала холодную ци, которую можно было увидеть невооруженным глазом. Даже земля рядом с прудом была покрыта слоем сверкающего льда. Очевидно, что вода в пруду была действительно холодная. Но Хань Ли абсолютно не обратил внимания на это. Его больше волновали десятки пучков короткой, белой пушистой травы, растущей рядом с краем воды. Стебли травы имели по 5 листьев и были белыми, словно снег. Они также излучали слабый белый ци, который окутывал их, словно дым. Похоже, что у них была какая-то духовная сила. Так, должно быть, это трава холодно-дымки. Все точно так, как и было сказано, пробормотал про себя Хань Ли, искренне радуясь. Хотя эта трава не имела никакого отношения к его пилюлям заложения фундамента, она легко усваивалась, а это было хорошим знаком. Прежде чем подойти ближе, Хань Ли снова огляделся. Однако выражение его лица внезапно изменилось. Сделав несколько шагов, он был вынужден пригнуться. Скрывшись за несколькими ветвями, он молча посмотрел в направлении слева от густого леса. Вскоре после этого так появился силуэт человека. Мужчина в синем шел, оглядываясь по сторонам. Судя по его одежде, он был из Небесной императорской крепости. Этот человек был очень осторожен. Перед каждым шагом он трижды поворачивал голову и непрестанно смотрел во все стороны. Казалось, он что-то крепко держит в кулаке. Должно быть, он был готов к нападению в любую минуту. Он пошел в сторону травы холодной дымки. Хань Ли вздохнул. Кажется, ему придется уйти с пустыми руками. Поскольку противник был слишком осторожен, Хань Ли не смог бы застать его врасплох. Он не собирался ввязывать с ним в крупную битву, поскольку эта трава того просто не стоила. «Выходи. Я заметил тебя, хватит прятаться». Примерно в 10 шагах от травы холодной дымки человек в синем внезапно остановился и обернулся, громко выкрикивая эти слова.
Хань Ли испугался. Он решил, что не был слишком осторожен и все-таки оставил свои следы. Однако, затем он хладнокровно улыбнулся, глядя, как этот мужчина в синей одежде беспрерывно переводил взгляд с одного места на другое, продолжая выкрикивать эти слова. При этом он ни разу не посмотрел в ту сторону, где скрывался Хань Ли, так что, скорее всего, он блефовал. Хань Ли радостно улыбнулся. Видя, что спустя какое-то время человек в синей одежде с облегчением подошел к траве холодной дымки. Мужчина в синем считал, что он был слишком умным, что заставило Хань Ли усомниться в том, должен ли он воспользоваться этим моментом его неосторожности, чтобы напасть сзади. Однако план Хань Ли не был приведен в исполнение. Мужчина в синем быстро сорвал 3-4 пучка травы и поспешил скрыться. Казалось, этот человек понял, что если он будет задерживаться здесь слишком долго, то это приведет к неприятностям. Хань Ли покачал головой и решил отступить. Его первоочередной целью были 3 основных ингредиента для гранул заложения фундамента. Поэтому лучше было бы сохранить побольше сил до того, как он достигнет этой цели. С этой мыслью Хань Ли спокойно отступил. Отойдя на расстояние более 10 чжан, он успокоился, что ему удалось избежать боя с этим человеком после того, как он закончил собирать растения. Внезапно со стороны пруда послышался отчаянный крик. Кажется, это был крик того мужчины в синем. Хань Ли пробрала мелкой дрожью. Немного поколебавшись, он стиснул зубы и обернулся. Он должен был понять, что произошло, чтобы самому избежать той же участи. Осторожно вернувшись к пруду, он видел, что там появилось 2 свирепых мужчин. Кажется, это были ярко одетые люди из горы духовного зверя. В тот момент они уже с удовольствием копались в сумке ученика Небесной Императорской крепости. Позади них было большое количество огромных синих жаб. Тело мужчины в синем было покрыто десятками крупных отверстий. Вероятно, он уже был мертв. Старший боевой брат Юй, наш план был просто гениален. Мы правильно сделали, что не стали атаковать его прямо, а поспешили спрятаться возле пруда Черного дракона. Рассеяв на воде специальный порошок для контроля зверя, группа холодных ледяных жаб стала послушно подчиняться нашим приказам. Хе-хе. Я не ожидал, что такой легкий шум привлечет их внимание и позволит демоническим зверям резко атаковать парня сзади. Они выстрелили в него огромным количеством ледяных сосулек, тем самым убив этого идиота. Он, вероятно, даже не думал, что его убьет группа низкоранговых зверей. У этого парня действительно много всего. Старший боевой брат, вместо того, чтобы самим собрать эту траву, не лучше ли использовать ее как приманку, спрятаться здесь и подождать, пока другие придут за ней? Затем один из этих 2 парней крепко пнул труп ученика Небесной Императорской крепости.